Приветик, дорогие девчонки! Это рубрика «Ход» на моем канале, где я отвечаю на ваши самые горячие вопросы о питании и о фитнесе. И сегодня в этом видео мы обсудим очень важный вопрос в фитнесе. Как правильно подобрать рабочий вес в упражнении? Итак, давайте определимся, что такое рабочий вес. Под термином рабочий вес тренирующиеся люди подразумевают вес снаряда, то есть гантели, штанги, вес в блочном тренажере, с которым вы сможете выполнить заданное количество повторений в упражнении с правильной техникой. К примеру, вы выполняете приседания со штангой 3 подхода по 15 повторений. Так вот, рабочий вес – это тот вес снаряда, с которым вы сможете выполнить 15 повторений, не больше, потому что 16 уже будет просто невыполнимым. 15 повтор был у вас отказной. Что такое отказное повторение, спросите вы? А отказное повторение – это мышечный отказ. А мышечный отказ – это когда выполнение упражнения становится невозможным с соблюдением правильной техники. Рабочий вес и количество повторений тесно связаны между собой, и их изменение в большей степени зависит от ваших целей. Я уже много раз повторялась, но повторюсь еще раз. Если ваша цель похудение, то есть избавление от жировой прослойки, то вам необходимо выполнять максимальное количество повторений с небольшим весом. На самом деле все очень просто и логично. Чем больше повторений в вашем упражнении, тем дольше длится ваше упражнение, и тем больше вы вырабатываете свою выносливость, а следовательно сжигаете жиры. Давайте я приведу пример. Вы выполняете выпады с гантелями в руках. Для похудения лучше всего выполнять от 4 до 6 подходов. В каждом упражнении от 20 до 40 повторений, конечно же, в зависимости от самого упражнения. И отдых между подходами должен быть не более 1 минуты. Так вот теперь о рабочем весе. На самом деле все индивидуально, и здесь важна ваша личная выносливость, потому что если вы возьмете огромные гантели, переоцените свои возможности, то выполнение упражнения с правильной техникой будет просто невозможным. Оценивайте свои возможности адекватно, берите гантели и смотрите, чтобы последние 5 повторений в вашем упражнении давались вам действительно очень тяжело, но при этом, опять же, не забываем про правильную технику выполнения вашего упражнения. Это что касается тренировок на похудение. Если вы занимаетесь на набор мышечной массы, неважно, девушка вы или парень, то правила будут совершенно другими. Итак, вам необходимо выполнять от 3 до 4 подходов, внимание, по 6-12 повторений, не более. Это необходимо для того, чтобы ваши мышцы постоянно находились в напряжении. В упражнениях на мышечную массу очень и очень важно выполнять не менее 6 повторов и не переходить черту в 12 повторений. Если вы чувствуете, что вам легко выполнять упражнения и вы могли бы сделать 12, 13, а то и более повторений в упражнении, то значит вы привыкли к этой нагрузке, ваши мышцы привыкли к этой нагрузке и следует увеличить ваш рабочий вес. Опять же, все индивидуально и важно пробовать. Но в отличие в упражнениях на похудение, когда мы работали с одним и тем же рабочим весом на протяжении всех подходов, здесь в упражнениях на мышечную массу важно постепенно увеличивать рабочий вес ваших гантелей, снарядов, штанг и постепенно уменьшать количество повторений. К примеру, у вас жим платформы ногами, и сегодня вы выполняете 4 подхода по 6-12 повторений. Первый ваш подход должен быть разминочный, для того, чтобы ваши мышцы проснулись и почувствовали нагрузку, что дальше будет вес только увеличиваться. И в этом первом разминочном подходе вы берете такой рабочий вес, чтобы вы смогли выполнить 12 повторений. И 12 повторение для вас было отказным. И по логике в следующих подходах мы увеличиваем свой рабочий вес и уменьшаем количество повторений. Это идеальная формула для набора мышечной массы. Независимо от ваших целей, все зависит только от вас. Через несколько недель таких пробных тренировок вы наверняка будете знать, какой рабочий вес в данном упражнении, и вы будете чувствовать, ваше тело будет чувствовать, когда стоит увеличивать нагрузку. Ну что ж, у меня на сегодня все. Я надеюсь, эта информация была для вас полезна. Жду ваши новые горячие вопросики о питании и о фитнесе в комментариях под этим видео. Всех целую. Пока-пока!